юный палеонтолог Женя Кислов. Мы идем в парк динозавров, чтобы познакомиться с Тирексом, Амаргозавром, ну и еще там другими динозаврами тоже. Это еще совсем детеныши. Видите, головой шевелит. Можно подумать, что в таких яйцах сидели динозавры. Но это неправда. Я уже рассказывала на своем видео про диплодока, что самое яйцо было у диплодока размером с футбольный мяч. Это амаргозавр. Он относится к зауроподам, как и диплодок, но только меньше намного. Вот этот динозавр еще молодой, ему годика 2, наверное, потому что они вырастают до 12 метров в длину. Это стегозавр, представитель юрского периода. Жил он 150 миллионов лет назад. Ученые считают, что он был не слишком сообразительным, потому что голова, смотрите, какая маленькая. А еще думали, что у него был только один ряд пластин, а не 2. Несмотря на то, что у него был клюв, у него было 32 зуба. Это альбертрозавр, родственник Тирекса из Канады. Он был из самых маленьких тираннозавров. У него была очень большая голова по сравнению с туловищем. Наверное, у него наоборот был слишком умный мозг, поэтому в черепе было много отверстий. Посмотрите на эти зубы. Сравнений не остается, это хищник. Это аллозавр, еще один теропод. Но только жил он намного раньше тираннозавров. Он жил 150 миллионов лет назад. Кажется, уснул. Охотились они группами, но затем делили между собой добычу и могли сами погибнуть при этом. В свое время аллозавр находился вверху пищевой цепочки. А это процератопс. У него воротник тоже, как у пахиринозавра, тоже очень большой, а еще с дырочками. Он травоядный. Ангертинозавр из самых крупных динозавров. Это зауропод, как диплодок или брахиозавр. Но только больше, конечно. Это карнотавр. Смотрите, какие рога на голове. У него руки, то есть передние лапы, были даже меньше, чем у тираннозавра, но были 3 пальца, а не 2. Это единственное плотоядное животное с рогами на голове. Ученые думают, что они нужны были для битвы. Это пситокозавр. У него клюв как попугаю, поэтому ученые относят его к цероподам, но только к более примитивным. Они жили в меловом периоде, что миллион лет назад. А это дилофозавр, жил в юрском периоде. Называется так, потому что имел 2 гребня на голове. Палеонтологи считают, что он падальщик, потому что у него слабая челюсть. А еще питался рыбой и мелкими животными. По-моему, байроник замерз. А это майозавр. Считается, что он самая лучшая в мире мама. Из динозавров, конечно. Большинство майозавров было обнаружено возле кладок яиц. Они заботились о своих детках. На этом у меня все. Увидимся на следующем видео. До скорой встречи. Пока-пока, see you soon.